Каторжная прачечная. Автор Мэри Тереза Видал. Был яркий, ясный день. Насколько яркий, насколько синий и насколько ясный, могут понять только те, кто бывал за пределами Британских островов. Это был рождественский день, но вместо мороза, снега, холода, безлиственных деревьев и пылающих костров стояла сильная жара, а деревья выглядели, как это всегда бывает в Австралии, грязно-синеватого оттенка, но все же покрытые листьями и цветами. То тут, то там, где сквозь бескрайний лес или буш проглядывали следы возделывания земли, виднелись полосы ярчайшей зеленой кукурузы, поистине освежающие глаз и приятно контрастирующие с коричневой травой и высокими белыми стволами эвкалиптов. Дом, или, вернее, обшитый досками коттедж, находился в 4 или 5 милях от поселения, где была деревянная церковь. Туда и отправилась семья в это утро. Служба была только одна, так как священник направлялся к другому приходу в 8 милях дальше. На обед была говядина и сливенный пудинг, причем государственные люди, или каторжники, тоже принимали участие в рождественской трапезе. Были и мысли о тех, кто далеко, и много затянувшихся сожалений о старых воспоминаниях, связанных с этим временем года. Однако, когда поднялся вечерний бриз, зашевеливший эвкалипты и акации и освежающе прохладно проникший в коттедж, у всех поднялось настроение, и они дружно вышли в лес за домом. Веселые голосы перекликались повсюду, и я видела батраков и рабочих, прогуливающихся под деревьями. Поскольку все ушли, я направилась к задней части дома, чтобы убедиться, что все в безопасности. Там был большой пустырь с хижинами для мужчин, конюшнями и амбаром, а ближе к дому стояли кухни и кладовая. 2 или 3 собаки лежали неподалеку, домашняя птица была занята поиском корма, а ручной какаду подпрыгнул ко мне, выпрашивая косточку своим на редкость негармоничным голосом. Когда я стояла, чувствуя себя довольно одиноко, до меня донесся глухой, меланхоличный звук, он шел из кухни. Я думала, что все ушли. Я прислушалась снова. Да, это было из кухни, и это определенно был кто-то в горе. Тяжелые рыдания и тихое стенание составляли странный контраст с далекими звуками веселья и радости. Приблизившись к кухне, я обнаружила одну из служанок, каторжанку, которая опиралась на стол, одинокое, убитое горем существо. Час за часом, день за днем эта женщина работала, и часто до поздней ночи, и никогда не было более верной и преданной службы, чем ее. Если возникала какая-то беда, недомогание или дополнительная работа, всегда говорили «иди к Грейс Аллен». Если детям нужна была ленточка, палочка, пирожок или доброе слово, Грейс была тут как тут. Рано и поздно она была у своего корыта для стирки или с нежной заботой ухаживала за всей старой одеждой, привезенной из Англии, потому что говорила, что знает, хозяйка ценит ее больше, чем все новое. Была и домашняя птица, которая росла вдвойне лучше после того, как ее передали под ее опеку. Рано утром, легким и осторожным шагом, она уже стояла с чашкой кофе, приготовленного с величайшим тщанием, потому что знала, хозяйка привыкла к этому дома. Поздно ночью она была там, чтобы проверить, все ли в порядке, а после долгого отсутствия хозяев Грейс обязательно первой замечала лошадей и летела к перекладине забора со словами «Добро пожаловать обратно, ваше преподобие, добро пожаловать домой, мадам, и дети здоровы, сокровища вы мои». Грейс была хрупкой фигурой и изящного телосложения, и все указывало на то, какой хорошенькой она когда-то была. В каждой черте лица и в каждом движении чувствовались утонченность и грация, но она уже была не молода, ее волосы сидели, глаза впали, а щеки осунулись. И теперь, когда она подняла свое бледное лицо, услышав шаги, какое изможденное, сокрушенное выражение было на нем. Она была рада отпустить их всех и остаться плакать в одиночестве.
И не только мысли о родных, детях, старом доме угнетали ее сердце. Грейс находилась в смертельной зависимости, которая была хуже, чем участь каторжанки. Здесь был грех, а также горе, и яркие цветы ее любви, ее верного, преданного сердца были придавлены, раздавлены, испачканы. Время от времени я узнавала всю ее историю и в течение 3 лет пыталась спасти ее, но тщетно. Следующий очерк, я думаю, не оставит равнодушными и других, и это удовольствие, смешанное с глубокой болью, вспоминать ее слова и живые описания, хотя они неизбежно теряют свою свежесть из-за невозможности передать их на ее собственном ирландском диалекте. И хотя я не скрываю ее недостатков, я не могу не задержаться на мгновение на той самоотверженной, бескорыстной любви, которая до последнего боролась с ее слабостями, которая пережила крах ее счастья и которой было позволено утешать и радовать тех, кому она была представлена в той далекой земле, Австралии. Как-то вечером, незадолго до заката, у изгороди видели молодую женщину. Она была одета, как ирландская домашняя служанка. С некоторым кокетливым удовольствием она поглядывала на свою изящную светлую руку, аккуратную ножку и щиколотку, а затем с волнением всматривалась в поле или робко оглядывалась на дом, красивое здание, стоявшее на живописном участке и окруженное всем, что указывает на резиденцию богатого сквайра. Из добротных дымоходов поднимались столбы дыма, а в длинном ряду окон фасада мелькали огоньки. У генерала Монтгомери в тот день были гости, и Грейс Маклин, очень боясь, что ее могут позвать, незаметно выскользнула из дома. Перед этим она навела последний глянец на гостевые кровати и столы, а теперь надеялась встретить своего английского возлюбленного. Протяжный вздох сорвался с ее губ, когда минуты улетали, а он все не появлялся. Наконец послышался свист, который заставил ее покраснеть и улыбнуться, и в следующее мгновение он уже был рядом. Обняв ее за талию, он повел ее вдоль живой изгороди для прогулки, как он выразился, в этот прекрасный вечер. «Ну что ж, Грейс, когда я вернусь, ты ведь согласишься на свадьбу, я полагаю. Я уже договорился насчет коттеджа, и у меня есть сохнущие доски, чтобы смастерить такой аккуратный стол, который, ручаюсь, угодит даже твоему разборчивому вкусу». Грейс улыбнулась, а затем произнесла: «Нет, Уильям, я пришла только сказать, прощай, этому не бывать. Тебе нужно просто забыть меня, потому что это невозможно. Ты говорила со своей хозяйкой?» «Говорила, хоть мне и было ужасно стыдно. И ты ведь знаешь, я предупреждала, что она скажет, какая бы добрая леди она ни была. Она говорит, что я не имею права выходить замуж за еретика, что я должна продолжать работать, как работала моя мать до меня, и не поддаваться прихотям, пока я так молода. Вот что она сказала, Уильям. Да и брат мой, Майкл, тоже совершенно против. Так что, правда, Уильям, я пришла только сказать тебе это. Меня ждут в доме, так что я могу перекинуться с тобой лишь парой слов». Вот что она сказала, значит. «Ну тогда ты можешь передать ей, Грейс, моя дорогая, что тебе нет никакой нужды работать до старости. У меня достаточно денег, чтобы жить достойно после свадьбы, и работать я умею не хуже любого другого. А что до твоей веры, разве ты не можешь оставаться католичкой, ходить к обедне и на исповедь точно так же? Я и слова против не скажу, хоть и не вижу в этом никакого смысла. Что касается меня, надеюсь, я честный человек и никогда не делал ничего, чего стоило бы стыдиться. В церковь я иногда хожу, потому что мои родители, добрые души, поступали так до меня. Но я никогда не стану мешать тебе делать то, что тебе нравится. А священник, Грейс, отец Донаган, неужели он запретил это? Ах нет, Уильям. Потому что он надеялся, что я смогу обратить тебя в нашу веру. Вот почему он позволил Кэти выйти замуж за протестанта.
Но ты ведь знаешь, Уильям, с нами двоими это вряд ли сработает. Я не из тех, кто поведет тебя за собой, а ты не из тех, кого можно вести. Вести, Грейс. Обещаю ходить в твою часовню 2 или 3 раза в год. Быть католиком мне бы не хотелось, потому что, как я уже говорил, мой отец был протестантом, и его отец, и отец его отца. Но я не вижу в этом большой разницы, право слово. И если бы ты молилась всем святым в календаре, я бы не стал жаловаться. Так что брось свои споры, Грейс, я с ними никогда не соглашусь. Ах, Грейс. Подумай о милом маленьком коттедже, о постоянной работе, которая у меня есть, и о моей старой матери, которая будет совсем рядом. Грейс думала об этом. И еще она думала о нем, красивом английском плотнике, о котором судачили все девушки в деревне. И пока она думала, пока слушала, предостережения и советы ее хозяйки таяли, словно снег на солнце. Грейс уходила из дома, не зная, какой ответ ему дать. Она желала поступить правильно, но была готова поддаться уговорам. И вот, после нескольких прогулок взад и вперед, с опущенной головой и раскрасневшимся лицом, она пообещала стать женой Уильяма. Они решили, что свадьба сыграется, когда господская семья уедет в Бат ради здоровья хозяйки. Уильям уезжал в Дублин по делам и должен был отсутствовать несколько недель, так что это была прощальная встреча. Они медлили, пока большие часы в господском доме не заставили Грейс вздрогнуть, и тогда они расстались. Она быстро побежала через кусты, надеясь, что ее не хватились, и с этого часа чаша весов перевесила. Тяжелым грузом давило это решение, и груз этот был целым миром. С того времени Грейс думала больше о том, как угодить Уильяму Аллену, нежели своей хозяйке, которой она служила с самого детства, и даже больше, чем о Боге. Она любила его нежной, гордой, преданной любовью и пожертвовала ради него всем. Недовольство хозяйки, горе матери, гнев брата — ничто не могло ее задеть. Ее сердце было защищено от всего на свете, для нее существовал лишь один человек во всей вселенной. Глаза ее сияли, походка была твердой, а голос — чистым и веселым. Грейс стала прекрасной, хозяйственной женой. Ни один коттедж не был чище или уютнее, ни у кого обеды не были приготовлены так вкусно. Ни один мужчина не выглядел столь опрятным и хорошо одетым, как Уильям. Арендная плата всегда вносилась вовремя, и во всем им сопутствовала удача. Грейс трудилась не покладая рук, но как только наступал вечер, она неизменно стояла у садовой изгороди, чтобы поймать его первый взгляд, и, если погода была хорошей, они отправлялись на вечернюю прогулку. Ни одна женщина, как она сама говорила позже, не была счастлива даже наполовину так, как она. Увы, этот цветущий сад не имел глубоких корней, и первая же зимняя буря навсегда сравняла его с землей. Семья Маклин была гордой. Мать с детских лет служила у генерала Монтгомери и до последнего дня своей жизни считала слово Господ словом закона для себя и своих близких. Ее дети выросли достойными людьми и все благополучно устроились в жизни. Старший, Майкл, открыл колбасную лавку и развернул большое дело, в основном занимаясь засолкой свинины для отправки на корабли. Клеймо Маклина на бочке считалось верной гарантией того, что мясо превосходного качества. Многие моряки пили за его здоровье в открытом море, наслаждаясь прекрасно законсервированной свининой, на которой стояло имя Майкла. Майкл жил в достатке, и на него смотрели как на главу семьи. Он любил хвастаться с удовлетворенной улыбкой, что никто из их рода на протяжении многих поколений ни разу не переступил порог тюрьмы, и все они до единого были процветающими людьми, исправно платящими налоги. Когда его младшая сестра, Грейс, отдала свои сердце и руку,
красавчику Уилли, как его часто называли, Майкл нахмурился. Ему не нравилось, что она выходит замуж за англичанина и протестанта. О Уильяме он знал только то, что однажды, во время какого-то празднества, тот перебрал с выпивкой и ввязался в потасовку оранжистов. А это, как мудро замечал Майкл, было плохой приметой, ведь виски — это проклятие Ирландии. Поскольку его семья всегда держалась с достоинством и избегала этой дурной привычки, он не одобрял этот брак. С немалой гордостью Грейс, по прошествии лет, могла говорить брату, что они все еще крепко стоят на ногах, что поросенок и огород окупают аренду, а заработок Уильяма каждую неделю передается прямо ей в руки. И даже Майкл не мог сдержать улыбки при виде кудрявого, хорошенького мальчугана, которого Грейс всегда приводила с собой. То был ее старший ребенок, ее сокровище, у которого, как она со слезами на глазах вспоминала в более поздние годы, было что-то благородное в манерах, и любой принял бы его за настоящего джентльмена. Коттедж старой матери находился совсем рядом с Грейс. Мать умела выращивать и сушить травы для аптекарей и врачей. Она дожила до глубокой старости и на смертном одре торжественно наказала дочери не оставлять свою веру и не лениться в молитвах. Она говорила, что Бог послал ей благополучие, и надеялась, что это еще сильнее свяжет ее с ним в благодарности. Грейс затрепетала, так как что-то в глубине души подсказывало ей, что она забыла дарителя за его дарами. Она пролила несколько слез скорби у постели матери, но они были быстро утерты, и все ее внимание переключилось на то, чтобы облегчить последние часы родительницы. И никогда не было сиделки более нежной, чем Грейс. Но, увы, наставление матери о том, как лучше плоить оборки и как использовать травы в лечебных целях, запомнились и применялись ею гораздо чаще, чем все остальные советы. Возможно, этому способствовал и собственный пример старой госпожи Маклин. Какой толк в добрых словах, если мы сами не следуем тому, что советуем? Как бы то ни было, Грейс шла своим путем, оставаясь преданной женой и матерью. Она создала своих домашних идолов и поклонялась им, но в конце концов они рухнули, и тогда некому было помочь, некому было отозваться. Несколько лет яркого процветания было у Грейс, и ее супружеская жизнь была омрачена тучами настолько мало, насколько это вообще возможно в мире, полном испытаний. Одну из ее дочерей взяли в приличную семью, чтобы воспитать из нее служанку, другую отдали в ученицы к портнихе. Сын все еще оставался дома, и для нее было гордостью и радостью давать ему образование. Мальчик был смышленым, умным и писал таким красивым почерком, какого не сыскать во всей Ирландии. У них был уютный, хорошенький маленький коттедж, обставленный мебелью, которую Уильям смастерил собственными руками. В нем был чистый, посыпанный песком пол, белая оконная занавеска, блестящая кухонная утварь и веселые старые часы. Была корова, свиньи и домашняя птица, и все это процветало. Розы, жимолость и жасмин покрывали стены, на садовых грядках не было сорняков, и они давали много овощей для собственного стола, помимо того, что приносили немало грошей с рынка. Суета-сует. Все суета. Грейс сходила на рынок и принесла домой хорошую круглую сумму, которая улыбалась, думая о том, как покажет ее Уильяму, когда тот вернется домой. Она посмотрела на часы и почти удивилась, что он еще не пришел, затем приготовила ужин, прошлась по саду и обнаружила, что ее семена дали сильный рост. Появилось еще кое-что, что можно показать Уильяму. Почему же он медлит? Грейс смеется и шутит со своим мальчиком в саду, даже не подозревая о том, что происходит в 1 миле от них. Уильям был занят на строительстве дома. Он забрался на самый верх, чтобы что-то установить, когда один из его товарищей по работе крикнул: «Осторожнее там, Аллен, держись крепче».
Но прежде чем было произнесено последнее слово предостережения, балка, на которой стоял Уильям, пошатнулась, затем последовал треск, тяжелое падение, сдавленный стон окружающих, Грейс стала вдовой. Тело подняли и перенесли в соседний дом, но никакая медицинская помощь, никакая забота не могли вернуть жизнь. Все знали Грейс, и все знали, что она почувствует. Никто не хотел быть вестником таких новостей. Наконец, один из мужчин, один из товарищей Уильяма, сказал, что сходит и подготовит ее. Он был постоянным гостем в коттедже, никто лучше него не знал, каким ударом это станет, и по дороге он размышлял, чем может помочь и утешить вдову, и долго думал о том, как помягче открыть ей правду. Когда он прошел половину пути и переходил дорогу к изгороди, которая вела к короткой тропинке, он увидел саму Грейс, идущую ему навстречу. Она крикнула: «Где Уильям?», но он остановился и ничего не ответил. Вскоре она оказалась совсем рядом, повторяя свои вопросы. «Помоги тебе Бог, Грейс». Это все, что он смог вымолвить, и она пошатнулась, опершись о перекладину изгороди и держась за нее, потому что увидела что-то ужасное в его лице. «Говори, человек, если не хочешь убить меня». И он заговорил. Что произошло после этого, Грейс так и не узнала. Все было как в тумане, пугающая, темная пустота. Когда к ней вернулось сознание, она обнаружила, что лежит в собственной постели, а рядом сидит пожилая женщина, добрая соседка. Эта женщина, Петти, как ее звали, поднялась и поднесла Грейс что-то в стакане, умоляя ее отхлебнуть глоточек, это ее успокоит. Грейс так и сделала, а затем стала расспрашивать, и Петти отвечала. Грейс узнала, что в этот самый момент проходят похороны, что ее брат Майкл и ее сын и многие другие находятся там. Петти заверила ее, что ни у кого не могло быть более достойных похорон или чего-то более красивого, а затем добавила такие крупицы утешения и соболезнования, какие только смогла придумать, и умоляла Грейс взять себя в руки и встряхнуться. Этого Грейс не могла сделать очень долгое время. Наконец, когда она покинула постель исхудавшей, разбитой женщиной, она бродила по своему дому и маленькому саду, больше похожая на призрак, чем на живого человека, или сидела в углу, уставившись взглядом в пустоту, стонала и говорила, что она одинокое, покинутое существо, и ей незачем жить. Она пыталась молиться, но не могла, все было путаницей и страданием, и ни одной утешительной мысли не находилось, куда бы она ни повернулась. Именно тогда перед ней предстал ее сын и заговорил ласковыми словами, которые, как она позже рассказывала, принесли первое облегчение, и она заплакала, что будто бы излечила смертельную боль в ее сердце. Ее сын, а он фигурой и лицом был точь-в-точь как отец, просил ее утешиться, ведь он уже достаточно взрослый, чтобы что-то делать для себя, и что он очень любит ее, и она должна держаться ради него. Грейс погладила его кудрявые волосы и, все еще плача, посмотрела на него, а затем произнесла: «И правда, ты сын своего отца, и сами слова твои — его слова». И с этого часа вся ее энергия и любовь были отданы ему. Трудиться и работать, не покладая рук, чтобы устроить его на достойное место, стало ее единственной целью. Она старалась прогнать мысли о прошлом, отложив любые смутные и тревожные думы, возникавшие в темные часы, на более удобное время. Сейчас она должна работать. И казалось, что горе бедной матери было вознаграждено, ее сын рос непьющим, добрым и умным. Благодаря связям Майкла он получил место в судоходном агентстве в Белфасте. С гордостью, но и с душевной скорбью Грейс видела его одетым в лучшие платья, хороший костюм, который она для него раздобыла. Его маленький сундучок был собран, и с тростью в руке он был готов отправиться в путь.
Долго еще в ее сердце жила его последняя яркая улыбка, то, как он в последний раз взмахнул шляпой, покидая сад, и его слова «Да благословит тебя Бог, мама». Как часто это возвращалось к ней в одинокие ночи и тоскливые дни. А в более поздние годы, в чужой стране, она просыпалась ото сна и прислушивалась, потому что этот голос, казалось, говорил с ней и ночью, и днем. Грейс очень часто получала от сына бодрые письма, в которых он писал, что находится на хорошем счету у своего нанимателя и скоро пойдет на повышение, и будет получать достаточно жалования, чтобы содержать и ее, и себя. И он всегда заканчивал просьбой не надрываться и не утруждать себя, ведь его единственным желанием было делать все для нее. Но в характере Грейс не было черты сидеть без дела. У нее был деятельный, энергичный ум, и она была очень искусна во многих вещах. Никто не мог превзойти Грейс в починке фарфора, стекла или даже кастрюль, никто не умел так управляться с курами и индейками, как она, никто не ухитрялся получать так много масла от одной коровы или собирать такой богатый урожай в своем саду. Ее дочери тоже устроились очень хорошо, но она всегда признавала, что ее главная любовь была отдана сыну. Однажды Майкл принес весть, что Уильяму доверили важное дело, и агенты отправили его в Англию. «Что за море?» — воскликнула Грейс. Майкл рассмеялся и велел ей не выглядеть такой испуганной, сказав, что с ним все будет в порядке, и следовало бы счесть за честь и великий комплимент то, что выбрали именно его, несмотря на молодость. «Это правда», — согласилась Грейс. Но все же она вздохнула, и всю ту ночь, пока ветер выл в дымоходе, она думала о штормовом море и обо всем, что когда-либо слышала о кораблекрушениях, и пыталась молиться о его безопасном возвращении. Следующие несколько дней Грейс провела в сильной тревоге. Она не могла спокойно заниматься своими привычными делами, была беспокойной и взволнованной. Она всегда утверждала, что у нее было предчувствие близкой беды, и все же это случилось как удар. Майкл принес письмо от старшего клерка купца, сын утонул. Упал за борт во время какой-то забавы и утонул. На этот раз Грейс не потеряла сознание. Она сидела прямо в своем кресле, не проронив ни слезы, но закричала во весь голос от невыносимой муки, и ее собственный дикий крик испугал ее саму. Майкл не на шутку встревожился и позвал Петти. Они пытались вразумить ее, умоляли успокоиться, но она говорила, что внутри нее словно бушует злой дух, и в течение многих дней шелест ветра в деревьях звучал в ее ушах как ужасный вой, а благословенный солнечный свет был хуже тьмы. Нигде не было ни тени утешения. Ей говорили о Боге и смирении, но она лишь качала головой. Боль была сильнее, чем она могла вынести. Когда она ложилась в постель, ей казалось, что она видит тело своего сына, качающееся на волнах и зовущее ее за собой. Тогда она с пульсирующей от боли головой выбегала на воздух, но ничто не приносило облегчения, она не могла плакать, не могла уснуть. Петти, в конце концов, уговорила ее выпить укрепляющую настойку и лечь, и тогда на нее накатила тяжесть. Это не было сном, но это будто бы успокоило ее, и она попросила еще. Это заглушило горе. И это была первая петля той веревки, которая впоследствии так крепко связала Грейс. Дни проходили в чередовании невыносимой муки и оцепенения. И вот однажды утром, когда она осталась совсем одна, а Петти ушла к себе домой, Грейс решила сама отправиться в Белфаст, так как она жаждала узнать больше подробностей и хотела забрать все вещи, принадлежавшие ее сыну. Она была рада, что Петти ушла, ей хотелось уйти тайно, почему, она и сама не знала. Но она собрала небольшой узел с бельем, заперла коттедж, повесив ключ в условленном месте над дверью, и, оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никого нет в поле зрения, отправилась в свой долгий путь.
Несмотря на слабость и истощение, сильное волнение поддерживало ее силы. Ночь она провела в небольшом кабачке у дороги, а к полудню второго дня добралась до Белфаста. Когда она оказалась посреди городских улиц, чужая среди незнакомцев, не зная, куда идти, обессиленная и уставшая, сердце ее сжалось, и она пожалела, что вообще приехала. Она остановилась, чтобы оглядеться, и, увидав женщину, стоявшую у дверей небольшой лавки, спросила у нее название улицы, а затем, где живут господа Пантон и компания. Женщина ответила: это очень далеко». И принялась объяснять дорогу, но бедная Грейс чувствовала, что не сможет сделать больше и нескольких шагов. «Не могли бы вы подсказать, где здесь поблизости можно найти приличное и тихое жилье?» — спросила она. Женщина ответила, что таких мест несколько. У нее самой была аккуратная маленькая кровать, которую она часто сдавала и брала за нее недорого. Она добавила, что сама вдова и рада любой возможности заработать грош, ведь ей нужно содержать 4 маленьких детей. Грейс вздохнула. «Вы устали. Ну же, проходите, выпейте чашку чая». «Видно, вы проделали долгий путь», — предложила хозяйка. Грейс последовала за ней и согласилась снять маленькую комнату, пока дела удерживали ее в Белфасте. Госпожа Кейди была расторопной, вежливой и очень разговорчивой. Она рассказала Грейс, что продает хлопок, кружево, тесьму, булавки и тому подобные вещи, а иногда берет немного стирки на дом, но сводить концы с концами все равно тяжело, и жизнь для нее — сплошная череда забот, чтобы там не говорили другие. Болезненный вид Грейс поразил госпожу Кейди. Когда она услышала, что гостья не может спать, она посоветовала ей принимать самую малость, буквально каплю виски, как раз перед тем, как ложиться в постель. Она по собственному опыту знала, как хорошо это помогает от скорби. Грейс не отказалась, и она тоже обнаружила, что это прогоняет боль и приносит сон. На следующий день дочка госпожи Кейди проводила Грейс к господам Пантон и компании, где та узнала много подробностей о своем сыне. Как она сама рассказывала, они были очень добры, отдали ей все причитавшиеся ему деньги, его одежду и отзывались о юноше с большим уважением. Как дрожали ее пальцы и как билось сердце, когда она разворачивала и снова складывала его рубашки, жилеты и шейные платки. Но к этому старому запасу вещей добавилось совсем мало новых. «Нет», — говорила она позже с блестящими от слез глазами, но дрожащими губами, он копил деньги для своей матери. Он никогда не думал о себе, все было для меня, для меня. Если бы ее брат или кто-то из ее старых друзей мог увидеть Грейс в это время, они едва ли узнали бы в ней прежнего человека. Вся ее былая деятельность, весь ее дух исчезли. Она сидела, безучастно уставившись в окно, или ходила по комнате в лихорадочном беспокойстве. Она перестала следить за собой и за своим внешним видом, не чинила одежду и сидела в грязи, вместо того, чтобы подмести комнату или смахнуть пыль со стола. Простая животная энергия и даже многолетние привычки изменяют нам под тяжестью сокрушительного удара. Самый жизнерадостный дух рано или поздно угаснет, и горе нам, если, как у бедной Грейс, у нас не окажется под рукой иной опоры. Говорят, искуситель таится в блестящих декорациях, в процветании, в богатстве и в исполненном счастье. Но он также парит и над темной комнатой, где царит невыносимая мука. У него есть свои гири, которыми он стремится окончательно раздавить истекающее кровью сердце. Госпожа Кейди уговорила Грейс остаться у нее еще на некоторое время. Она ласкала и задобривала ее, пыталась искусить едой и питьем. Ее настойки и капли часто предлагались и принимались, чтобы унять биение и боль в сердце.
С нее не требовали платы за жилье, но постепенно ее убедили вложить небольшую сумму в лавку, а в конце концов принять пассивное участие в деле. Госпожа Кейди была пронырливой и болтливой. Грейс, как она сама говорила позже, сомневалась в ней и все же была рада, что ее ведут за собой. Она страшилась возвращения домой или любых усилий и ждала вечера, отпирания углового шкафчика, длинногорлой бутылки и последующего за этим мертвого, тяжелого сна так же, как когда-то ждала одобряющей улыбки своего мужа. Одним утром, больная душой, несчастная, лихорадочная и с отекшими глазами, Грейс стояла у дверей, опираясь на ее закрытую нижнюю половинку. Мимо проходило много людей, экипажи и нищие, няни и дети, и мужчины, идущие на работу. Пронзительные крики, смех, жужжание и грохот — все смешивалось в кучу. Она смотрела на яркий солнечный свет, думала о своем заброшенном доме и о маленьком садике. Никто ее не искал, никому до нее не было дела, думала она. Не решили ли они, что она утопилась в реке? Что, если она вернется и обнаружит, что коттедж занят? Эта мысль встряхнула ее. Мне бы не хотелось отдавать его на разорение, но у меня нет сил. Если бы они были, я могла бы платить за аренду стиркой, и мне хотелось бы умереть в старом месте. И она содрогнулась при мысли о последней болезни и о хитром лице госпожи Кейди над ее подушкой. Она вспомнила, как одной ночью почувствовала чужую руку у себя под головой и увидела в тусклом свете смущенное лицо госпожи Кейди. С того самого часа Грейс спрятала свои деньги в ином месте. Она была добра ко мне, конечно, но теперь я могу с ней расплатиться. Я очень хочу уйти, но я слаба. И она посмотрела вниз на свои поношенные туфли. Впервые ей стало стыдно за свой неряшливый вид. «А, мадам», — говорила она в последующие годы, — «это была судьба, я была обречена на погибель». Как раз в тот момент, когда я так думала, госпожа Кейди крикнула из задней комнаты: «Госпожа Аллен, тут есть дешевые, изящные туфли, как раз вашего размера, редкая удача». Я зашла, примерила их и заплатила деньги, всего полцены. Я обрадовалась, так как подумала, теперь я смогу дойти пешком до дома, когда захочу. Не прошло и 3 часов, как вошли констебли. Госпожу Кейди и меня схватили за скупку краденого. Нас посадили в тюрьму. Госпожа Кейди была известна как особа с весьма сомнительной репутацией, что сыграла против Грейс. Грейс судили и признали виновной. Это было очевидно и справедливо, как она сама признавала, она знала, что не может этого отрицать. Свой приговор, 7 лет каторги и ссылки, она выслушала почти без вздоха и не предприняла никаких попыток спасти себя. Она не стала писать своим близким, она презирала саму мысль о том, чтобы стать той, кто навлечет позор на семью Маклин. Ее дочери, говорила она, никогда не должны узнать, кем стала их мать, пока широкий океан не разделит их. Грейс отправили из Белфаста в Дублин. Пока она ждала корабля, ей удалось завоевать расположение тюремной надзирательницы. Оказавшись вне досягаемости соблазнов, ее прежние привычки к трудолюбию и услужливый нрав проявились снова. Она приносила пользу в тюрьме и на борту корабля. На судне ее назначили сиделкой при больных, и она часто показывала Библию, подаренную судовым врачом, с написанным в ней ее именем, свидетельство, которым она очень гордилась. С корабля в гавани Сиднея ее перевели в барак для женщин-каторжанок в Параматте, где, по ее словам, у нее замирало сердце от ужаса при виде жуткой обстановки и грязной ругани. Старые, опустившиеся грешницы и совсем молодые девушки были скучены вместе.
Грейс питала отвращение к этому месту и твердо решила попытаться получить распределение на работу на стороне, чтобы там трудиться, работать не покладая рук и стараться противостоять искушениям, сделать все, что угодно, лишь бы освободиться из такого ужасного места. Она умоляла надзирательницу подыскать ей место. И вот в один из дней надзирательница вызвала ее из рабочей комнаты и сообщила, что получила запрос на прачку в семью священника. Ей было поручено порекомендовать кого-нибудь, и она выбрала ее. Грейс была глубоко благодарна за эту возможность. На следующий день приехал мужчина с телегой и забрал небольшой узел Грейс. Сама она в своей каторжной одежде устроилась на соломе и вскоре покинула бараки в Параматте, отправляясь навстречу новой, незнакомой обстановке. Дороги были окаймлены цветущими акациями, их золотые цветы источали вокруг благоухание. Местность была плоской и однообразной, солнце жарким и палящим. Мужчина, который сам когда-то был каторжником, подшучивал над ее нарядом и над тем, что ее отправили сюда за счет королевы. Он велел ей поднять голову, говоря, что государственные люди не так уж и плохи. Но Грейс признавалась, что сердце ее замирало, настолько сильно давили на нее стыд и ее положение. Они внезапно остановились в конце переулка, а затем лошадь медленно пошла вверх по холму. С насыпи отчетливо зазвучали детские голоса. И когда один из детей, светловолосый мальчик, напомнивший ей ее собственного ребенка, выбежал вперед, чтобы взять кнут и поводья, она разрыдалась в голос. Яркие звезды заливали ферму чистым светом в ту ночь, и все было тихо, кроме жужжания насекомых и квакания лягушек. Грейс сидела на своей маленькой кровати и смотрела на грубые деревянные доски, которые служили стенами ее комнаты, и на свою клеймёную одежду. Она снова оказалась среди порядочных людей, думала она, но она была каторжанкой. Жилищные условия в этом месте были скромными, но дух Грейс возродился с утренним бризом. Она твердо решила доказать, что умеет работать. Она отправилась собирать ветки из кучи дров, так как другая служанка сказала ей, что нужно развести огонь и приготовиться к большой стирке. Пока она занималась этим, хозяйка дома вышла и заговорила с ней. Грейс ни разу не подняла глаз от земли, отвечая на вопросы. Ее тонкие посиневшие губы дрожали, а рука то и дело поспешно вытирала опущенные глаза. «Я никогда не забываю, что я каторжанка, мадам», — часто повторяла она. Грейс долго прожила в этой семье, которой привязалась с той глубокой преданностью, что была столь сильной чертой ее характера. Она следовала за ними в их странствиях, была трудолюбивой, верной, нежной и умелой в заботе во время болезней и в часы страданий. Появлялась надежда, что она закончит свои дни вместе с ними, будь то в этой стране или дома. Но старые воспоминания хлынули обратно. Горе и утраты приходят ко всем, но лишь от нас зависит, как их принять. Если мы закроем перед ними дверь на время, наступит момент, когда они найдут верный путь внутрь. Мы можем подавлять, оглушать и травить их настойками, но они не умирают. Они вернулись к Грейс, и бывали времена, когда старые снадобья удавалось раздобыть. За этим следовали недели раскаяния, горького раскаяния, печальные упреки со стороны близких, колкости и насмешки от тех, кто завидовал расположению, оказываемому ей хозяевами. Физические силы Грейс начали угасать, но она ни за что не хотела сдаваться. Она говорила, что работа — это единственный способ заглушить ее горести, и она действительно работала за двоих. Затем последовал переезд из уединенного буша в пригород, и оберегать ее так, как раньше, стало уже невозможно. Она испытала ужасные муки, когда снова увидела море и его пенистые волны.
Она сидела как разбитая горем, вглядываясь в него, или дико размахивала руками, твердя, что ее сын там, и она должна идти к нему. Никто, кроме мальчика, которого она боготворила, не имел силы сдвинуть ее с места. Ничто, кроме алкоголя или опиума, который она ухитрялась доставать и прятать, больше не давало ей сна. Над этой последней частью ее истории необходимо опустить завесу. Было бы слишком болезненно писать или читать о тех потрясениях и муках, которые закончились потерей рассудка. Грейс умерла в сумасшедшем доме. Она действительно пала жертвой сильных, страстных привязанностей и обостренной чувствительности, которые не были освящены верой. Она отвернулась от Бога, чтобы поклоняться земным идолам. Когда они были сокрушены, она унимала боль одурманивающими и пьянящими глотками. Пусть ее конец послужит предостережением для любого из моих читателей, кто испытывает искушение утопить горе, часто последний и лучший дар Бога.